Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу рассказать о том, как на операционной системе Windows Server 2019 стандарт, который работает в режиме Core, как ее присоединить к домену, затем установить роль контроллера домена и сделать эту операционную систему контроллером существующего домена. Итак, прежде чем начинать, я хочу показать контроллер домена, который уже существует у нас. Вот он, домен-контроллер. Здесь видно, что только один домен-контроллер и никаких компьютеров больше здесь у нас нет. Возвращаемся на нашу машину. И сначала делаем присоединение к домену. Проще всего сделать присоединение к домену с помощью утилиты sconfig. И, собственно, для присоединения к домену выбираем, единичку. Вводим D, да, имя домена фирма UA, пользователь фирма /admin. Вводим пароль этого админа. Так, хотите изменить имя компьютера перед перезагрузкой? Нет, не хочу. Перезагрузить сейчас? Да. Жмем «Да» и перезагружаем. После перезагрузки дожидаемся, когда окончательно загрузится. И после этого наш Windows Core становится присоединенным к домену. Нажимаем Alt-Ctrl-Delete, вводим пароль. Итак, компьютер перезагрузился, и мы сейчас нажали Alt-Ctrl-Delete. Теперь мы не хотим входить как администратор, а хочу войти как администратор домена. Нажимаю Escape. Сменить пользователя, да. И ввожу другой пользователь. Ввожу имя пользователя. Фирма. На английском языке. Фирма /admin. Пароль. И мы заходим уже как администратор домена. И теперь, что необходимо нам сделать, это установить роль контроллера домена. Устанавливается роль контроллера домена с помощью командлета в PowerShell. Запускаем PowerShell на английском языке. PowerShell. И вводим командлет install Windows Feature. Install. Не хочет. Windows Feature. Install Windows Feature подсказала, да? Дальше. Name. Указываем имя. Указываем имя нашей фичи. И имя будет AD Domain Services. AD. Так. Domain Services. AD Domain Services. Также ставим ключик Include Management Tools. Include Management Tools. Отлично. Итак, отработало быстро. Собственно, уже они установлены. Ну и последнее, что необходимо сделать, это подключить к существующему домену, чтобы он стал домен-контроллером уже существующего домена. Для этого надо опять-таки ввести командлет под названием install adds domain controller. Install adds domain controller. Domain controller. Указываем имя теперь, domain name.
Domain name, да, подсказочка сработала. Фирма UA. Фирма UA. И делаем, ставим ключ, что присоединяем к насильно. Force, если какие-то будут ошибочки, чтобы на них не обращать внимания. Знак доллара и ключевое слово true. Запускаем. Вводим пароль. И, собственно, процедура пошла. Да, ага, вот начала ругаться о том, что у нас предупреждение о том, что шифрование старое. И второе, что отсутствует делегирование. Вот. И по идее, после того, как у нас отработают. Так. О, отлично. Сеанс будет завершен. Все. Значит, нажимаем закрыть и на перезагрузку. После перезагрузки вот сейчас установятся требуемые параметры. И, собственно, наш Windows Server Core станет контроллером домена, существующего под названием фирма UA. Так, идет применение параметров компьютера. Сейчас он отработает. Вот, все, нажимаем Alt-Ctrl-Delete. Заходим от имени фирма админ, администратора домена. Неправильный пароль. Ошибаться в паролях нельзя. Все, отлично. Мы зашли от имени администратора домена. И последнее, что необходимо, мы сделаем проверочку того, что мы действительно получили статус контроллера домена. Для этого необходимо переключиться на другой компьютер. Вот. И посмотреть статус контроллеров домена. Да, правой кнопочкой обновить. И мы видим, что домен контроллеров теперь стало 2. Да? Был GUI, стал еще дополнительно Core. То есть роль домен контроллера легла отлично. Ну а среди компьютеров обновить у нас наш компьютер исчез. Да? И появился здесь. Все. У меня на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.